Реализация данного проекта нас подтолкнула необходимость организовать мониторинг информационных систем. Именно информационных систем как единого целого, а не просто отдельных элементов инфраструктуры, которые ее составляют. Также нам необходимо было контролировать доступность этих информационных систем с точки зрения конечных пользователей. До реализации этого проекта у нас был организован только мониторинг IT-инфраструктуры, без привязки к тем информационным системам, которые работают на этой инфраструктуре. И вот для решения вот этих вот проблем был инициирован этот проект. Команда для этого проекта была выбрана в результате открытого конкурса, который объявила наша компания. Множество участников заявились и предоставили большое количество технических решений, самых различных. Мы проанализировали весь этот большой объем информации. Это был долгий и сложный процесс, но в результате мы определились с тем участником, который в итоге с нами этот проект реализовал. Разработчикам данного проекта была поставлена задача создать и внедрить систему функционального мониторинга. В рамках этого проекта необходимо было ввести понятие «информационная система» и понятие «ресурсно-сервисная модель», которая описывала все компоненты, которые составляют информационную систему и взаимосвязи между ними, включая как функциональные компоненты, такие как сервера, базы данных, приложения и так далее, так и элементы инфраструктуры, от которых зависит работоспособность информационных систем. Также в рамках этого проекта необходимо было реализовать интеграцию с нашей существующей системой электронной почты, с нашей системой передачи мгновенных сообщений, системой управления сообщениями и поддержки пользователей и системой управления конфигурацией. Также необходимо было сохранить все наши наработки по мониторингу IT-инфраструктуры, чтобы все, что мы за предыдущие годы наработали, никуда не делось и точно так же влилось органичным образом в то, что мы здесь организовали. Такие вот были поставлены задачи для разработчиков. В результате работы нашей команды мы действительно получили ту самую систему мониторинга, которую хотели. В ней, несмотря на то, что это не было предусмотрено в базовой платформе Zabbix, на основе которого было разработано решение, мы внедрили понятие «информационная система», то есть были разработаны принципы и реализована структура, которая объединяет различные элементы, включенные в систему мониторинга, в это единое логическое целое. Также было реализовано автоматическое создание построения ресурсно-сервисной модели, включая все элементы и взаимосвязи между ними. Эта модель строится на основании данных из системы управления конфигурациями и на основании данных из самой системы мониторинга. Если говорить об автоматическом построении на основании данных системы мониторинга, то я могу привести пример. В случае, когда в системе виртуализации существует некая виртуальная машина. Внутри нее работает некий сервис, который включен в какую-то информационную систему. И эта виртуальная машина переезжает с одного сервера, гипервизора, на другой. В этот момент система мониторинга определяет, что такое событие произошло, и переформирует ресурсно-сервисную модель, исключая из нее старый физический сервер, на котором раньше работала виртуальная машина, вместо него включает новый. Таким образом, новый сервер, все его состояние, все события, на котором в нем происходят, теперь начинает влиять на общее состояние информационной системы, один из компонентов которой работает на этом сервере. Таким вот образом и работает у нас вся цепочка и взаимосвязь всех элементов и образует единое целое под названием информационная система. Также была реализована интеграция с системой поддержки пользователей, в которой теперь в автоматическом режиме, а не вручную, как раньше, начинают создаваться задания на людей, ответственных за те элементы инфраструктуры, в случае проблем с ними. То есть, если у нас, допустим, выходит из строя вентилятор внутри сервера, то у нас автоматически создается задание на людей, которые занимаются оборудованием. Если у нас перестает работать веб-сервис, то, соответственно, создается задание на совершенно других людей
которые отвечают за работоспособность именно этого веб-сервиса. Таким вот образом у нас это было реализовано. Также, разумеется, мы не забыли про все наши наработки в части поддержки и мониторинга существующей IT-инфраструктуры. И все это было перенесено из старой системы мониторинга в новую, а старая была выведена из эксплуатации. Нет, могу сразу сказать, что систему мониторинга нам внедрить удалось. То есть это самый главный результат нашего проекта, и, безусловно, это заслуга всех тех людей, которые участвовали в этом процессе. Мы очень тесно взаимодействовали с командой, которая внедряла всю эту нашу систему со стороны подрядчика. Очень хорошее впечатление осталось от работы команды, от работы руководителя проекта, главного технического эксперта и их коллег. Мы тесно взаимодействовали, было огромное количество совещаний по телефону, видео, тонны переписки. Все это, было направлено на устранение всех тех проблем, которые возникали в рамках проекта. Проблем, конечно же, было много. Конечно же, все это было трудно, но совместной работой мы все их преодолели. Я уверен, что все коллеги, участвующие в этом проекте, прилагали максимум усилий для того, чтобы все задуманное было реализовано, качественно реализовано, и мы получили именно тот результат, который в итоге у нас и вышел. Мы, безусловно, открыты для любого конструктивного сотрудничества. Мало того, мы сейчас продолжаем взаимодействовать с коллегами, которые внедрили эту систему, только сейчас уже на стадии дальнейшей ее поддержки и развития. Мы уже говорили о том, что мы внедрили как часть функционала, но мы на этом не остановились, и сейчас мы развиваем ее дальше, и поэтому коллеги нам в этом очень хорошо помогают. А в случае, если у нас возникнут еще какие-то новые идеи, проекты, мы, безусловно, будем рады видеть всех коллег, с которыми мы уже работали раньше, и все их предложения по участию в нашей деятельности, безусловно, будут рассмотрены.